Привет, друзья! Я собираюсь пойти и вынести мусор, вот этот мусор. И я хотел бы вам заодно показать, как выглядит двор, обычный двор в России. Вот такой двор, если вы живете в квартире. Пойдемте? Я вышел из квартиры, и сейчас я нахожусь в таком месте, которое мы называем лестничная площадка. Вот, видите, лестничная площадка, потому что здесь есть лестница и, ну, как бы сама площадка, да. Здесь, кстати, есть такая вот мусорная шахта, и туда я могу выбросить мусор. Но это старая система, и туда можно выбросить только неперерабатываемый мусор. Жесть. И теперь у меня остался только перерабатываемый мусор, который я сейчас отнесу в специальный контейнер. В моем доме есть лифт, но я не хочу ехать на лифте. Вместо этого я пойду пешком по лестнице. Я предпочитаю больше ходить пешком. Это полезно для здоровья. Фух. И вот мы на улице. Сегодня сильный ветер и температура где-то минус 10 градусов. Вот, началась русская зима. Пока еще не суровая русская зима, но зима. Вот, и это место называется двор. Да, вот он мой дом. Вот это здание, этот дом, там моя квартира. И здесь много таких домов. И вот такие районы мы называем спальные районы. Спальные районы, потому что люди здесь живут и спят, да, грубо говоря. Это не центр города. Вот, это именно окраина города, такой типичный спальный район. В спальных районах обычно люди паркуют машины прямо на улице. Ну или есть такие специальные, так скажем, карманы для парковки автомобилей. Это бесплатно. Но есть и платные варианты. Это специальные парковки, где ты платишь либо посуточно, либо каждый месяц. Эдип парковки. Вот здесь рядом с моим домом есть такая платная парковка, где люди могут поставить свой автомобиль. Да? Смотрите, вот так это выглядит. Твоя машина стоит за забором, и даже есть такая крыша. Вот. Давайте посмотрим, может быть, здесь есть какие-то цены. Так, что здесь написано? Пум-пум-пум. Нет, никакой информации о цене я не вижу. Во всех спальных районах есть детские площадки. Вот здесь, например, есть детская площадка, просто чтобы дети могли поиграть. Вот здесь есть еще одна, например, детская площадка. Давайте я вам ее покажу. Это такие старые советские, ну, может быть, не советские, но, в общем, довольно старые площадки. Сейчас их делают уже немножко по-другому. Во! И вот в том дворе я вижу другую площадку. Она более современная. Во дворах есть вот такие дорожки. Я сейчас иду по дорожке. Это просто маленькая дорожка, чтобы ходить. Вот сейчас дорога, вся эта дорога или дорожка, она засыпана снегом. И вообще сейчас мороз, поэтому дорожка очень скользкая. И нужно ходить аккуратно, потому что можно случайно вот так вот подскользнуться и упасть. Поэтому нужно быть очень осторожным. Я пришел на мусорную площадку. Вот это мусорная площадка. И здесь находится кладбище елок. Вот это елки, которые потом пойдут в переработку. Это такая
новая штука, чтобы елки не просто люди выбрасывали, а чтобы они их тоже перерабатывали. Из елок будут делать, наверное, новые елки. Елки Франкенштейна. Вот. Я уже говорил в одном видео про новую систему в Москве и в Московской области по разделению мусора. Вот есть, то есть это система 2 контейнеров. Один контейнер для несортируемого мусора и вот такой контейнер для всего, что может быть переработано, да. Вот, и самое интересное, что ты сюда кидаешь все вместе, и пластик, и бумагу, и стекло, все. Главное условие, чтобы все было чистое. То есть у меня такой пакет, там чистый мусор. Вот, и я его могу просто взять и вот так вот утилизировать или выбросить вот в такие 2 контейнера. Отлично, я сделал очень хорошее и полезное дело. Я вынес мусор. Хе-хей. Обычно мы говорим так: «Эй, Макс, вынеси, пожалуйста, мусор». То есть вынеси мусор из дома. Да? Это вот такая стандартная очень фраза. Вынести мусор. Я уже вынес мусор. О нет, блин, мне сегодня надо обязательно вынести мусор. Это парадная или подъезд, вот это место. Причем очень забавный факт. В Петербурге мы говорим парадная, а в Москве говорят подъезд. Это 2 синонима, но когда я здесь людям говорю, что я живу в парадной номер 5, все сразу понимают: а, ты из Питера, да? Парадная, это странное слово. Вот. Другое отличительное слово — это вот эта часть. Вот. В Петербурге мы называем ее поребрик, вот, а в Москве ее называют бордюр. Бордюр или поребрик. И это тоже такой прям такие забавные различия, которые есть в московском варианте и в питерском варианте. Но таких слов очень-очень мало. Я думаю, что меньше 10 слов. Поэтому вам не обязательно знать эти тонкости, эти различия. Следующая вещь — это пешеходный переход. Вот этот знак означает пешеходный переход. Здесь можно перейти дорогу, вот, но нужно обязательно убедиться, что ни с одной, ни с другой стороны нет машин. Да? Обязательно нужно убедиться, потом только идти. Потому что есть всякие сумасшедшие водители, вот, поэтому нужно быть осторожным. А вот эти люди, которые убирают улицу, это дворники. Это дворники, которые убирают улицу или убирают двор. Да? Они убирают двор, они делают двор чище, они дворники. Иногда рядом с парадной или с подъездом находятся такие вещи, как скамейка, чтобы посидеть, и урна. Вот это вот урна. Ну, иногда мы ее называем просто мусорка, и чаще всего мы ее называем просто мусорка. Вот, просто чтобы выкинуть туда какой-то мусор. Скамейка и мусорка. Есть еще вот такой устаревший элемент, как доска объявлений. Вот сюда можно прикрепить какие-то объявления или какую-то информацию. Но, конечно, это уже такой слишком древний вариант оповещения людей о чем-то. Фух, наконец-то я дома, друзья. Здесь тепло, и сейчас самое время пить чай с лепешкой. До новых встреч, увидимся в следующем ролике. Пока-пока.